Божественный и прекрасный Ninebot Max. Лучший электросамокат, по мнению абсолютно всех. Это подтверждается тем, что именно его модификация трудится в прокате. А прокат штука жесткая. Сами знаете, как на них ездят там. Как бы он не был прекрасен, у него есть минусы. А именно он весит 20 килограмм, это много, если на секундочку. Разгоняется всего до 30 километров в час, и у него нет подвески. Да, не для всех эти минусы являются минусами. Не все хотят носиться на первой космической скорости, и не всем нужна подвеска, так как это лишние узлы, механизмы, которые нужно обслуживать, и они иногда ломаются. А вес это надежность. Но что делать тем, кто все-таки хочет носиться на первой космической скорости, и подвеска им тоже нужна? А при всем при этом хочется той самой безумной надежности, которую дает Ninebot Max. Тут несколько путей. Можно купить Max, поменять в нем батарейку, сделать батарейку на 48 вольт вместо 36 для увеличения максимальной скорости, перепаять контроллер под больший вольтаж, купить комплект подвески от Monorim, ну или Салика. Все это поставить и получим самокат ценником 120+. Но зато это будет оригинальный Ninebot. Второй вариант – это реплика Ninebot. Например, Yakamura i8. Там есть все, что я описал выше, но это все заводское. А стоит в 2 раза дешевле, чем Ninebot. Ну, то есть, чем недоработанный Ninebot. Но тут другая проблема. Это не совсем то. То есть, там страдает качество. Он неплох и даже хорош. Но все-таки это реплика. Я долго искал что-то похожее по характеристикам. Ну, из именитых брендов. Но все либо стоит конь, либо не дотягивает по определенным параметрам. И вот я нашел. 40 км в час максималка. Есть подвеска, перед и зад. Добротно все сделано. И главное, это InMotion. А это вам не хухры-мухры. Встречайте. InMotion L9 High, мать его, Speed. Да! Самокат на обзор я выбросил у Экодрифта. Им огромное спасибо, ведь это один из немногих магазинов, которые не дают ТЗ к обзорам. Я могу говорить все, что думаю. Экодрифт красавчики. Заходите на их сайт, там много полезного и интересного. Ну и можете купить этот самокат. Собственно, все отличия от Макса я уже рассказал. Теперь пройдемся по ним чуть-чуть подробнее. Подвеска в целом работает адекватно. Но, возможно, именно из-за невозможности сделать долговечную заднюю подвеску, у прокатных ее просто-напросто нет. Здесь с задней есть нюанс. На скорость, конечно, не влияет, но эстетически немного неприятно. Она имеет небольшой люфт и из-за этого издает звуки. Но это пресс-парковый самокат. Я сделаю на это скидку и попробую пофиксить в процессе разборки. Самокат настолько длинный, что с трудом помещается на моем столе. И сейчас я приступаю к его разборке. Что там с мотором и контроллером, батарейкой, мне не особо интересно. Вот мне, потому что я уже видел, как Экодрифт это разбирает, у них есть техноблок, они там все прекрасно показывают и довольно информативно. Мне интересно, что там с подвеской. Почему она люфтит и болтается. Сейчас первым делом я залезу туда, попытаюсь это все пофиксить. Это самое важное для меня. Подвеска. Вот здесь косяк. Косячок здесь с подвеской есть. Он заключается вот в этом. Болтается влево-вправо. Не критично. Но она болтается и вот так вот.
Помимо того, что она ездит так вот, она болтается еще немножко вот так вот. Вся подвеска здесь на вот таких вот втулочках. Они просто стальные, и внутри них смазка. Естественно, когда это все стальное, сделать идеально со всеми допусками не получается. И все это немножко люфтит. Все это вот здесь вот немножко люфтит. Вот это здесь стоит и держит нижнюю часть. Да, к сожалению, люфтит. При сборке я это все, естественно, смажу, потому что здесь все смазано обычной жиденькой смазочкой. Я это обильненько смажу так густой смазкой и посмотрим, насколько это будет люфтить. Затяну, попробую вот эти болты. Возможно, подложу сюда какие-нибудь шайбочки, чтобы это не так сильно люфтило. И соберу все до кучи. Должно помочь. Вряд ли это излечит полностью, но помочь должно. Собственно, подвеска. Что я сделал? Чтобы вас не тошнило, я все-таки поставил камеру на штативчик, не буду его в руках болтать. Подвеску всю протянул, затянул, везде, где только можно было притянуть, притянул. Смазал, везде, где можно было смазать, смазал, и где нельзя, тоже смазать. Тоже смазал. И имеем, что имеем. Как вы понимаете, люфт не ушел. Здесь люфтит, здесь люфтит. Короче, ничего с этим не сделать. Пускай люфтит. Посмотрим. Судя по схеме, отламываться и срезать ничего не должно. Все сделано довольно грамотно. Самокату всего год. Посмотрим, как это себя показало. На форумах особо ничего про это нет. То есть никто не жалуется, что у него что-то отломилось, что-то срезало. Все с этим хорошо. Посмотрим, как будет жить дальше. Ничего не буду говорить по поводу данной конструкции, потому что пока нет статистики. Но есть предпосылки, что все будет работать. Все будет работать. Люфтить, болтаться, но работать. Ну, сделать у меня с этим ничего не получилось. Так что это первый минус. На работу это не влияет, на прочность тоже. Да и при спокойной езде никаких звуков не слышно. Это проявляется только если эксплуатировать самокат совсем уж жестко. Передняя подвеска – обычная пружинная вилка с регулировкой преднатяга. Простыми словами, преднатяг – это то, насколько сильно мы сжимаем пружину, которая находится внутри амортизатора. Закручиваем, подвеска становится жестче, выкручиваем – мягче. Но здесь это не совсем корректно работает. В принципе, ездить можно и так. Никаких с этим проблем нет. Вилка очень хорошая. Мне понравилось, как она работает. Она не выглядит как китайские с Алиэкспресса. Она выглядит так, как на прокатных самокатах. И работает она так же, как и на прокатных самокатах. То есть хорошо, качественно и четко. Отрабатывает все неровности, сглаживает абсолютно все, на что вы можете наехать. И в целом ощущения у меня от нее только положительные. По колесам. Они здесь одинаковые с Ninebot Max. Точно такого же размера и точно такие же по всем форм-факторам. Спереди барабанный тормоз, сзади мотор. На обоих самокатах без камерки, только на Максе бескамерка с антипрокольным слоем, внутри налит такой, а на L9 такого нет. Там просто бескамерка, как на машине, забортирована в диск. Моторы по своей форме одинаковые. Мощность в L9 500 Вт, а в Максе 350, но достигается эта мощность за счет большего вольтажа. Чем больше вольт, тем больше мощность. Формула по физике 7 класс. Ну и чем больше вольт, тем быстрее самокат едет. Мотор здесь, ну господи, ну всем же интересно его размер. Куда же без этого? Размер 30 миллиметров. И вот этот размер сейчас я все покажу, не волнуйтесь, не волнуйтесь. Вот этот размер у нас 115 миллиметров. Ну, соответственно, магниты будут тоже 115 миллиметров. Да, померить я их, правда, не смогу. 115 миллиметров. Считать магниты я не буду, занимайтесь этим извращением сами. Я их могу просто вот так вот померить, и если вы не прогуливали геометрию в 7 классе, вы сможете посчитать, сколько здесь магнитов. Ширина одного магнита 12 миллиметров. Да, 12 миллиметров. А диаметр
Диаметр где-то 121. Не фокусируется. 121. В общем, 12 и 121. Если не прогуливали уроки геометрии, то посчитать, я думаю, не составит труда, сколько здесь магнитов. Мотор. Что я скажу про мотор? Хороший мотор. И как мы видим, здесь есть один лишний провод. Считаем провода. Их 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Плюс-минус. Фаза А, фаза Б, фаза С. Что такое Т? Т это temperature. Температура. И вы хотите сказать, и это еще круче, потому что здесь есть вот этот вот значочек кругленький. На нем написано ПБ и перечеркнуто. Это бессвинцовый припой. А это значит, что от температуры здесь ничего не отплавится и не отпаяется. Так что мотор крут. Мотор просто крут. Еще одну штуку хотелось бы отметить. Резьбы на мотор-колесе очень и очень слабые. До меня на этом самокате уже поженилось блогера 4, если не больше. Разбирали его, наверное, раза 3 точно. Или 1 раз. Но, короче, 2 резьб уже не было. По стандартной схеме берем припой, вставляем палочку припоя туда и закручиваем винтик, и он держится. Но вот такой вот нюанс. И нарезать ее там особо негде. Поэтому надо их очень-очень нежно закручивать. Потом, сальник. Если вы достали 1 раз колесо, разобрали мотор-колесо, то сальник менять. Потому что оттуда он вываливается, он портится, оттуда вываливается резиночка, пружиночка, и все, сальник на выброс. Собственно, это намекает на то, что не хрен лазить в этот мотор. Он и так хороший, загерметизирован с завода, термодатчик стоит, и в целом просто потрясающая модель мотора. Не надо туда лезть. Вот, вам оно... Не лезь! Она тебя сожрет. Батарея. 12,5 ампер-час. Это не так, как у Макса 15. Но километров 30-40 вы проедете. Вольтаж у нее здесь аж 63 вольта. В номинале 54. Это много. Это много, но так решил InMotion. Все моноколесные бренды делают вольтаж своих аккумуляторов больше. Просто чтобы был запас по скорости. То есть при желании, если добыть какой-нибудь сторонний софт, то можно этот самокат разогнать и выше 40 км в час. Возможно, даже и 50. Но я не пробовал. Утверждать не буду. Возможно, я не прав. Батарейка здесь сделана по похожему принципу, что и батарейка Xiaomi M365 Pro. Ну и Pro 2 тоже. Короче, про алюминиевый, жесткий, большой и прочный корпус. Вот тут вот ребра жесткости. Это жесткость, это не охлаждение, не думайте. И сверху к этим ребрам жесткости крепится сразу внешняя крышка. Никакого корпуса здесь нет, ничего здесь не закрывается. Только отсек под контроллер есть, и все. Мне это очень нравится. Все на коннекторах вот таких вот. Этот даже закручивающийся. Это 2 на зарядку коннектора. Этот основной. Все. Ничего нет. Батарейка классная. Разбирать я ее, конечно же, не буду. Потому что тут заводская гидроизоляция. И нарушать ее мне не хотелось бы. Но я подкину фоточки, как там выглядит все внутри. Это 18650 на холдерах. Все цивильно, все четенько, все хорошо и красиво и качественно. Все-таки InMotion, как-никак, вон. Я знатный любитель InMotion. Как тут пишут многие в комментариях. Поэтому InMotion мне нравится, как он делает. Я люблю его не потому, что это бренд, а потому что мне нравится, как он делает. Грузоподъемность 140 килограмм. О чем это говорит? Помимо того, что на нем можно ездить втроем, а то, что конструкция очень прочная и выдержит большие нагрузки. Например, прыжок с лестницы. И ничего ему при этом не будет. Тормоза с защитой от дурака. На ручке есть упор,
и слишком сильно вы не сможете нажать. Следовательно, и перевернуться на нем тоже не сможете. У Макса такого нет. Там можно смело давить ручку в пол и отправляться в полет. Но, с другой стороны, для опытного райдера это минус, так как эффективность торможения страдает. Но с этой же стороны, для опытных райдеров эту функцию можно отключить. При помощи напильника. Можно спилить этот упор, и ручка будет нажиматься полностью. Итак, таки что бы я хотел сказать по поводу этого прекраснейшего самоката. Мне безумно понравилось, что тут все на коннекторах. И контроллер очень сильно и очень тщательно загидроизолирован. Тут есть у него крышечка, резинка вот так вот сверху, потом крышка. Все провода проходят через эту дырку. Все провода прижаты еще вот этой поролонкой. Сверху это все обильно залито герметиком, который я благополучно весь оторвал, чтобы все это разобрать. Схема потрясающая, мне очень нравится. Крыло тоже на коннекторе, мотор на коннекторе. Ну, единственный минус мотора это то, что у него коннектор вот здесь, а мотор здесь. И сами понимаете, такой вот провод длиннющий вытягивать не особо удобно. И чтобы, получается, достать его, нужно разобрать все здесь, отсоединить коннектор, снять верхнюю часть, достать. Но это единственный минус, который я сейчас заметил из того, что мне прям не понравилось. Рама. Головной дисплей, уж простите меня, головной дисплей я разбирать не буду, там интересного ничего нет. Там просто платы и провода. Все. Фары. Дерьмовые. Еще есть вот эти вот накладочки, которые ездят. И они в собранном самокате делают немножко влево-вправо. Поэтому их надо герметиком сюда капнуть в какую-нибудь из сторон, чтобы зафиксировать их, и они перестали ездить. Все в этом самокате почти напоминает Ninebot Max. Батарейка в корпусе. Контроллер загерметизирован хорошо. Да, он не залит компаундом, но он хорошо загерметизирован. Вода туда не попадет никак. На крышке мотора даже есть герметик. Стоит сальник, только с одной стороны, со стороны провода. С другой стороны сальника нет. Непонятно почему, ну да ладно. И коннекторы. Герметичные коннекторы. Этого нет даже в Ninebot Max. И это круто. Такого даже в Майбахе нет. А самое главное, что все эти коннекторы по цветам. Просто вы не перепутаете. Если вы отсоедините вот так вот все, чтобы вот этот весь макаронный монстр вот так вот болтался, вы не сможете перепутать эти коннекторы. Потому что они все по цветам и отличаются количеством дырочек. Поэтому однозначно лайк. Крыло снимается, меняется вообще элементарно. То есть оно отсоединяется, вот этот вот штекер от крыла, и крыло снимается. Вот единственное, что мотор косяк, я бы... Вот как у Hero SH9 или N9, не помню, короче, Hero 9 какой-то. Вот у него коннектор мотора прям вот рядом с мотором, чтобы можно было отщелкнуть и забрать колесо. Это удобнее для шиномонтажа. Здесь такого нет, ну... Что я хочу? Мало где вообще есть этот коннектор такой удобный и герметичный. Здесь все коннекторы герметичны. Все коннекторы герметичны. Господи, здесь не нужна никакая гидроизоляция. Вы можете просто с завода брать этот самокат и нырять в нем в воду. Никакой гидроизоляции не надо. И тормоз барабанный. Он надежный, как швейцарские часы. Поэтому собираем. Фара плохая. По сравнению с фарой Макса она вообще не светит. Но как габарит пойдет. Езда. Большой тяжелый лайнер на 24 килограмма. Они все-таки чувствуются. Подвеска сглаживает все неровности, а за счет массы идет приятно. Есть нюанс с избыточной поворачиваемостью. Поначалу сложно привыкнуть к остроте руления, слишком уж он резко откликается на руль. И складывается впечатление, что он вот-вот свалит куда-нибудь из-под ног. Но это только впечатление, так как на максимальных скоростях никакого воблинга я не заметил. Рулится резко, страшно, но не стремится уйти в расколбас. В
В целом, его ездовые характеристики мне очень понравились. Да, самокат длинный, большой и тяжелый. В метро с ним особо не потаскаешься. Я пробовал. Носить его в руках очень тяжко. Но с ним это и не нужно. С этим самокатом можно совершенно спокойно преодолевать огромные расстояния, даже без использования общественного транспорта. Подвеска позволит сделать это с комфортом, а скорость в 40 км в час не даст заскучать. Расколбас, или как правильнее воблинг. А если совсем правильно, то шимми. Это очень неприятная штука, при которой руль начинается бесконтрольно болтаться из стороны в сторону. Здесь такого не произойдет. Мне самокат понравился. Нюанс, конечно, с задней подвеской, ну да ладно. Если при этом ничего не отваливается, то и хрен с ней, пускай постукивает себе. Я очень рад, что у Макса наконец появилась альтернатива с подвеской и большей скоростью. И при этом ничуть не уступающая по качеству. А по цене он сопоставим по стоимости с Ninebot Max. Качество исполнения на высоком уровне, а в некоторых моментах даже и лучше. Есть огромный пласт людей, которых не устраивала максимальная скорость 30 км в час. И если вы любите погонять по пустым тротуарам, поездить с комфортом и готовы мириться с его большим весом, берите, не пожалеете. Это действительно хороший самокат. А на этом у меня все. Всем спасибо. До скорых встреч.